Всем здорово, с вами Тома, и прежде чем начать, хочу вас сразу попросить подписаться на канал и поставить лайк. Я обещала, что когда на канале будет 1000 подписчиков, я выпущу видео о том, как я сделала пластические операции. Если вы хотите это увидеть, а там есть на что посмотреть, скорее ставьте лайк и делитесь этим видео. Я спросила вас в Инстаграм, на какую тему снять следующий ролик, и почти все выбрали следующей темой то, как я нашла работу в Корее. Так что сегодня я расскажу вам об этом. История эта удивительная, и мне очень сильно повезло. Когда я решила уехать из России, я выбирала между Кореей, Вьетнамом и Гонконгом. Но в итоге выбрала Корею, потому что тут у меня уже было несколько знакомых. И еще я знала, что в Корее очень развита индустрия развлечений, гораздо больше, чем в Гонконге. Взвесив все, решила, что в Корее уж точно найду работу по специальности. Плюс корейский язык вроде бы легче китайского, но все остальное как-нибудь сложится само. Господи, как же я тогда ошибалась. Пожалуйста, никогда не переезжайте так, как это сделала я. Если бы не ситуации, которые меня выручали из полной Ж, не знаю, где бы я сейчас была и как бы это все сложилось. В Корее до переезда я была 2 раза, и во время второй поездки я познакомилась с девушкой из США, Джейн, с которой мы быстро подружились и переписывались несколько месяцев до того, как я окончательно переехала в Корею. Здесь она меня познакомила со своими друзьями-иностранцами, и одним из них был Джо, который работал на Итавоне в американской военной базе. Именно с Джо начинается эта история, потому что благодаря ему абсолютно все сложилось в ровный пазл и наконец-то получилось. У Джо был свой ресторан, туда приходило очень много его друзей, фотографов, моделей, дизайнеров, людей, которые работали в индустрии развлечений. Важный момент, я тогда вообще не могла говорить по-корейски, я уже пыталась что-то учить, что-то понимать, но мой уровень корейского был на уровне «Здравствуйте, меня зовут вот так, я родилась в России» и все. Я могла сама это сказать, но понять что-то, что мне говорят другие люди, это было как... Я была нулем. Однажды вечером Джо позвал меня к себе в ресторан и сказал своим друзьям, что я нахожусь в поисках работы в Корее. Прямо в тот момент один из этих ребят спросил меня: если хочешь, я представлю тебя своему другу, у которого есть модельное агентство. У него работают очень высокие девушки, но ты вроде бы высокая и можешь ему подойти. Вы представляете мою реакцию? Творилась такая, что мне немного пофиг, и говорю ему: ну да, хорошо, давай, пригласи, мы с ним пообщаемся. Где-то минут через 30 приехал немного странный кореец, на нем была большая соломенная шляпа, пиджак, и из кармана пиджака торчал вот такой маленький платочек, знаете, как в кино про идеальных мужчин. Да, я решила, что он капец какой модник, а я сама сидела напротив, не накрашенная, вот с такими непонятными запутавшимися волосами. У меня еще тогда была стрижка очень короткая под мальчика, потому что пару месяцев назад я внезапно решила перекраситься в брюнетку. Конечно же, мне это не пошло, но волосы полностью пришлось отстричь. Чтобы вы понимали, я не могла даже собрать себе хвостик на затылке, они были вот такие короткие. Мы с ним там пообщались, а он позвал меня в свое агентство, я пришла и сделала снэпы. Модельный снэп — это когда ты без макияжа просто вот так вот показываешь свое лицо, свою фигуру под разными углами. У нашего президента еще произношение, вот чтобы вы понимали, он коренной сеульчанин, но произношение корейское у него очень странное. Даже сейчас, когда я уже гораздо лучше говорю на корейском, я очень часто его не понимаю. Я же не говорила по-корейски, а он мне начал рассказывать про фэшн-шоу, про то, как они работают, что они делают. Я сижу и такая: ага, ага, а в голове... Мало того, что я ничего не поняла, я в принципе в тот момент была согласна на все, потому что я уже приехала в Корею с чемоданами, с деньгами, такая: ну все, переезд состоялся, работы нет, зарплаты нет, что делать? Я реально была готова на все варианты, и когда он мне предложил подписать с ними контракт, ну естественно я согласилась. Мы подписали контракт, и где-то недели через 2 у меня была первая работа с кореянкой из нашего агентства. Куда-то сюда прикреплю бэкстейджи. Кстати, ничего, кроме фоток с бэкстейджа, я в итоге так и не увидела. А если вы модель, очень важно отсматривать свои фотки, чтобы знать, с какой стороны поворачиваться, как протянуть руку, что выглядит хорошо на камере, а что ужасно. Корейские агентства все очень редко присылают фотки, ты их можешь найти только сам в интернете, если бренд лично тебе написал и тебя нанял. Так что на протяжении года я постоянно сама фоткала свои снимки вот так вот с монитора, чтобы знать вообще, как я получаюсь. Может быть, я уродина в камере. Как я узнала спустя
спустя время мне повезло, потому что среди всех ребят, живущих постоянно в Корее, кто работает на съемках и на мероприятиях, я была по факту одной единственной, кто получил реальное агентство, которое выдало визу и давало работу. Остальные ребята, они все приезжали сразу либо по брачной визе, либо изначально по учебной. И да, варианты сделать визу появляются, когда ты живешь здесь давно, у тебя уже есть деньги и контакты, но реальных попаданий в агентство с выдачей визы и с работой не было. Так что по факту моя история о том, как мне крупно повезло. Конечно, если повезло мне, стоит пытаться, стараться получить документы, отправлять их в разные агентства, но большинство агентств в данный момент в Корее, они не могут предложить постоянную визу, либо они не могут предложить работу. То есть даже если вы получаете визу и приезжаете сюда, работы у вас нет совершенно никакой, и подрабатывать легально вы не имеете права. Если вам интересно узнать, как я работала в корейском агентстве, с какими проблемами я столкнулась, почему решила разорвать контракт до его окончания или сколько я зарабатываю в модельном агентстве в Корее, пишите комментарии и вопросы под этим видео, я обязательно отвечу. Еще подписывайтесь на мой инстаграм, там я тестирую косметику, делюсь историями о парнях, которых встретила здесь, и гуляю с собаками по Корее. Надеюсь, вам понравился этот ролик, и всем пока!